Я хочу, чтобы больше игроков Valorant были заинтересованы киберспортом, познакомились с действительно выдающимися талантами и нашли тех, с кого можно брать пример. И это видео было создано в попытках дать что-то полезное СНГ комьюнити Valorant. Разбирая профессиональных игроков, можно перенять много полезных мелочей и особенностей для того, чтобы стать сильнее и добиться успеха в соревновательном Valorant. Сегодня хотелось бы рассмотреть одного из самых сильных аимеров, по моему мнению. Это Сара Симпсон из команды Shopify Rebellion. В видео рассмотрим ее краткую биографию, сильные стороны и игровые особенности, пробежимся по ее настройкам и посмотрим на ее хайлайты. Ролик будет полезен для начинающих игроков, которые хотят перенять полезные фишки, укрепить основные принципы механики в игре, а также для тех, кто хочет узнать немного больше представителей профессионального Valorant. Перед началом небольшой интерактив. На экране кадры из видео Shopify Rebellion, в котором девчонки угадывали рисунки друг друга. Попытайтесь угадать, что нарисовала Сара, а ответ будет в конце видео. Начнем с краткой биографии. Сара начала играть в шутеры около 9 лет, начиная, как и многие другие, с Counter-Strike. Судя по каналу на YouTube, немало времени провела в Call of Duty, после чего перебралась в Valorant. В 2022 году начала выступление с командой Immortals, именитый тег, через который в Valorant прошли такие игроки, как, например, Asuna и Джона Пи. В составе Immortals она впервые попробовала свои силы на отборочных турнирах Game Changers в 2022 году. Эти квалификации команда Сары закончила на 4-м месте, проиграв в полуфинале нижней сетки команде Misfits. В конце года Сара покидает состав Immortals и присоединяется к организации V1, которая в будущем будет подписана под тег Shopify Rebellion. Итог выступлений в новом составе: золото на первом тир-2 турнире, первое место на 2 из 3 квалификаций Game Changers 23 года и, собственно, победа на главном женском турнире Valorant в конце того же года со счетом 3-2 против Team Liquid Brazil. Говоря о сильных сторонах Сары как игрока и как аимера, на мой взгляд, можно выделить спокойствие и хорошо натренированную быструю смену целей. На ее канале есть несколько видео по Call of Duty с аналогичным названием Switching Targets, часть 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Полагаю, что именно это оказало влияние на подобный скилл и в Valorant. Target Switch – один из тех случаев, при котором используются резкие движения. Блики сюда вписываются гармонично, так как нужно быстро перевестись на оппонента, который сейчас будет разменивать своего погибшего союзника. Такие флики – это важно, а вот флик после килла под бразильский фанк – это простое позерство. Просматривая игры Сары, можно перенять у нее несколько полезных привычек, такие как постановка прицела, строго, без колебаний, на уровне головы. Это все базово, но присмотреться все-таки стоит, особенно вкупе с ее движениями. И второе — это спокойствие, что крайне важно для того, чтобы четко работать мышью. И сейчас хотелось бы обратить ваше внимание на 2 следующих клипа. В них обоих можно увидеть четкую реализацию Гвардиана. Важно отметить, что здесь отсутствуют флики, резкие переводки или тряска экрана. Прицел не так много двигается по карте, все киллы позволяют сделать его правильная постановка. И лишь изредка нужно делать микродоводку, что гораздо проще сделать, если изначально прицел стоит удачно. Следующий момент — показатель спокойствия. Сара знает, как использовать флешку для своего преимущества, как лучше пикнуть, чего стоит только этот килл по Рейне. Четкий, спокойный выход на нее. Если честно, я бы наверняка присел на контрол и просто надеялся попасть. Спокойствию стоит уделить особое внимание, так как у многих игроков во время перестрелки трясутся руки, начинает дергаться прицел, а от подобного паттерна поведения нужно отходить и все-таки стараться сохранять хладнокровие. В перестрелках, как правило, больше времени на то, чтобы навестись и выстрелить, чем многим кажется. Конечно, есть и исключения из правил, но в большинстве ситуаций достаточно времени, чтобы сделать стрейф, навести прицел и выстрелить. В иностранном комьюнити существует аббревиатура MAS, которая означает Move, Aim, Stop and Shoot. Сделай стрейф, наведись, остановись и потом выстрели. Огромное количество игроков гонится за красивыми фликами, резкими движениями, однако, наблюдая за Сарой, можно увидеть, как спокойный и точный аим может приносить результат, на мой взгляд, превосходящий приверженцев Тремора аима. Если обратить внимание на ее стрельбу, то можно заметить, что здесь практически все убийства сделаны за счет хорошей позиции персонажа, постановки прицела и моментами хорошей доводки. Что можно сказать об ее тренировках? А то, что у нее нет какой-то четкой программы. Со слов самой Сары, она тренируется, но у нее нет никакого сценария. Она просто тренируется внутри игры, пока чувствует, что может выкладываться. Бегает дезматчи перед сном и в основном полагается на собственные ощущения, нежели на какую-то конкретную методику тренировок. Со своей стороны же могу сказать, что я бы попробовал потренироваться в игре так, чтобы стрелять тогда, когда вы точно убьете. Можно побегать с подобным настроем на тех же дезматчах или пострелять ботов с целью не скорости, а точности. Звучит это до ужаса банально, но все-таки многие игроки до сих пор это игнорируют. Стрелять нужно не быстрее, в надежде потом сконтролировать и довестись, а сначала довестись и только потом уже стрелять. С подобным вне Валоранта может помочь тот же AimLab. Например, я в нем нередко стреляю мишеньки в подобном роде. Тут и Target Switch можно потренировать, и спокойствие при виде большого числа мишеней. А также я бы предположил, что для достижения подобного уровня аима стоит равноценно уделять время активному и пассивному аиму.
Многие игроки тратят кучу времени на тренировки активного аима, однако его значение снижается пропорционально росту ранга и сложности игры в целом. К активному аиму относятся все движения прицела и движения мыши. Это трекинг, флики, спрей-контроль, доводки. А вот пассивный аим — это постановка прицела, выбор позиции и даже то, как лежит ваша рука на столе. Для тренировки пассивного аима одна из ключевых вещей — это понимание того, как и откуда может появиться соперник. Можно просто зайти на любую интересующую карту и побегать по ней, посмотреть потенциальные позиции игроков и стараться держать на них прицел при выходе, то есть своеобразный pre-fire practice. Благо на карте есть куча линий, по которым можно понять уровень головы соперника. Об этом уже много говорили, так что заострять внимание на этом мы не будем. Давайте кратко пройдемся по основным настройкам Сары. У нее вот такое разрешение, это Full HD, это мета, это все стандартно, как и у большинства игроков. Чувствительность мыши вот такая, судя по последнему стриму. Важно отметить, что Сара использует такое приложение, как Ruaxel. Использовать его или нет — это дело каждого, кому-то это может помочь, а для кого-то наоборот сделает им менее удобным. Это все индивидуально, так что советую проверить на личном опыте. Подытожим. Механически Сара — пример для подражания. Совокупность четкого аима, хладнокровия и хорошего мувмента дают внушительный результат. Думаю, иметь такой ХС за 4К матчей — это достаточно серьезный показатель. Для достижения подобных результатов нужно конструктивно подходить к своей игре, думать холодной головой и тренироваться так, чтобы видеть результат, а не просто тратить время впустую. Конкретных советов, как лучше, конечно же, никто не даст, так как для всех все индивидуально, но надеюсь, что в этом видео мне удалось хотя бы скорректировать направление. Советую посматривать за Сарой и дальше, все ссылки на нее будут в описании. Думаю, для тех, кто ищет себе источник вдохновения или просто сильного игрока, чтобы понаблюдать, Сара — это отличный игрок. Да, точно, я не забыл. Ответ на вопрос из начала видео. Я надеюсь, что вы угадали. Конечно же, это шорти. А на этом видео подходит к концу. Надеюсь, оно было полезным и интересным. Еще увидимся.